Ir mes atsistojom, jie atsistojo priešais, vat kaip čia tas televizorius, atsistojo priešais vokietijas ant taburetės, rankas į klubus ir pasakė, reiškia, aš sako, aš paskirstysiu, kur jums eiti. Stojo ir su ranka rodė. Šitaip, kaip jis taip stovė, sakė, į kairę ir į dešinę. Kas buvo daugiau su vaikais ir nedarbingi, tai jis sakydavo į kairę. O kas dar darbingesni ir jaunesni, į dešinę. Taip mes su tėvu ir su motina perėmė į dešinę, o tie visi į kairę, kur siuntė į kairę, visi į 9 fortą ir visus sušaudė. Apie 10 000. Tada buvo didžioji akcija. Nu ir mane ten siunčia, o mama ten siunčia, mama paėmė mane ir nutempė. Taip, aš likau su mama. Tai čia buvo ne pirmas kartas, kada man pasisekė. Nu, į naktį mus vedė, visą naktį vedė. Kiek atvežė, nežinau. Ir, reiškia, kiek mes paėjom. Ir į tą klojimą, kur jau žmonės buvo. Mes nežinojom, kad ten žmonės, kodėl tamsu buvo. Paryčiui turbūt buvo. Kad aš atsibudau, reiškia, jau kai įvedė, to sėdom. Ir kas tai minkšta buvo, bet aš nežinojau kas. Kai atsibudau, tai jau mirusi buvo ta moteris. Ten ne utėlis ėjo jau, bet kirminai. Jau šiaudų nebuvo matytis tam klojime. Taip, reiškia, kad ta vokiečiai užėjo, tai jau atsirado gana nemažai savanorių baltaraiščiai. Ir vienas net ir gimnazistai ten stoja baltaraiškis, ir vienas kaip tik gimnazistas, kuris mokėsi kartu su mano seserim, ir jas nušovė ją tiesiog. Клезмерскую музыку играли на каждом празднике, на протяжении примерно 100 лет. Ее корни уходят в Украину и хасидские общины, а также к цыганам. Теперь я сыграю Гасен Ниган, уличную песню.
Все по-старому. Много работаю. Потом иду домой. Одна. Может, вам следует найти себе кого-то? И где же мне найти этого кого-то? Я здесь не для того, чтобы указывать вам, что делать. Тогда для чего же вы здесь? Мне просто надо обратиться за советом в другое место. До сих пор они не сделали для вас ничего хорошего. Им хотя бы не наплевать. Гетель, Вы не понимаете. Я нужна им. Labas. Tavęs ilgai nebuvo. Pradėjom dėl tavęs nerimauti. Be reikalo. Kas jai atsitiko? Nieko. Turiu išeiti. Bet aš taip pavargau. Mieliau norėčiau likti namie. Ne. Šiandien tavo gimtadienis. Turi švęsti. Chaimas surengė man vakarėlį siurprizą. Turiu apsimest, kad nieko nežinau. Visi man bus tokie malonūs, O kaipgi kitaip? nes nesu to verta. Netiesa. Taip tiesa. Gerai praleisk laiką. Chaim! Позвольте. Теперь моя очередь говорить, ну так, для разнообразия. Я просто хочу сказать, что никто на целом свете не смог бы пожелать более замечательной сестры. Она прекрасна, умна, а на скрипке играет как ангел. Ну, конечно, с ней бывает иногда и очень непросто. С днем рождения, дорогая. Лань! Простите, но в отличие от моего дорогого брата, я совсем потеряла дар речи. Я даже не знала, что у меня так много друзей. И я очень рада, что вы все весело проводите время. Мне очень повезло, что у меня такие друзья. И семья. Люблю вас. Хаим, Хана. Лань! С днем рождения. Лев Розенцвайг. Мне кажется, мы не встречались. Простите, я должен объяснить. Я пришел с Дмитрием Гуревичем.
Я был у него дома, и он затащил меня с собой. Ну, я надеюсь, это стоило усилий. Простите, я имел в виду, что пришел без приглашения. Нет, это вы меня извините, я не хотела показаться грубой. Чем вы занимаетесь? Я историк, преподаватель. Работаю в книжном магазине при университете. Хаим! Хаим! Рад тебя видеть, Лёва. А вы знакомы? Да. Он божий человек, я тоже. Я изучаю иудейскую историю, но моя специализация называется еврейский большевизм. Ой. Очень хороший человек. Лев, я не помню, кто сказал. Каждому мужчине нужна жена. Вы не смущаетесь? Хайм всегда валяет дурака. Я уже привык. Одинаковые мужчины моего возраста всегда пытаются поженить на знакомых, сестрах, тетках. Ну вы уж не переживайте. Я не ищу себе мужа. Может, еще выпить? Конечно. То же самое. Белого вина. Наташа. Он привлекает. Ну прекрати. Хайм ему только что сказал, что ему нужна жена. Ну, не очень деликатно, да? Тебе 33, нет времени на деликатность. Спасибо. Вообще-то мы только с ним познакомились, а он мне уже не нравится. А что не нравится? Я же говорю, он прекрасно выглядит. И, насколько мне известно, не беден. А он мне выглядит женатым. Он вдовец. Чем вы занимаетесь? Я играю на скрипке. Как ангел. Как именно, соло или в оркестре? В оркестре. Изредка. А в каком? Ой, в разных. И я также преподаю клезмеров немного. А вы, наверное, вдовец. Скажите, когда умерла ваша жена? Ой. Прошу прощения, я не хотела вас обидеть. Это все вино. Ничего. Это произошло некоторое время тому назад. А давай еще раз поздравлю. Лев, Левушка, ты куда? Не уходи. Надо найти Диму. Извините, что вломился к вам на праздник, но мне все равно было приятно с вами познакомиться. Может быть, когда-нибудь увидимся. Вряд ли. Лёва, ну она это что-то, правда? Виталий, он сказал, что ты особенная. Тебе обязательно продолжать этот чертов бред? Гетель, это твой день рождения. Ну что? Успокойся, расслабься. Давай, посидим. Мороз, мороз, не мороз меня, не мороз меня, моего коня, не мороз меня.
Man reikia pasikalbėti. Tortas atrodo skaniai. Tu visiems patikai. Tai nieko nereiškia. Netiesa, visiems reikia draugų. Man reikia tik jūsų. Kur jūs? Atleisk, bet mes pavargom. Zilda jau miega. Что ж, Трудель не нравится? Нет, конечно, нет. Ну так что тогда, крем? Нет, с едой все хорошо. Лев Розенцвейг. Ну? Ну, ты помнишь, мой приятель-историк. Ну что с ним? Он мне звонит и спрашивает, позвонить ли ему Гетель. Насчет свидания? Ну, по-моему, он хороший человек. Может быть, кто знает. Я дам ему ее номер. Бог знает, что она скажет, если она узнает. Хайм, ты все еще не понимаешь ее. Возможно, она обрадуется. Да? Да. Она. Что бы я без тебя делал? Кто тебя знает? Ну давай. Если любишь меня, ешь.
Алло? Да, я. Здравствуйте. Нет, все в порядке. Подождите минутку. Спасибо. Извините. На чем мы остановились? Да, верно. Я не ждала вашего звонка. Ну, можно сказать и так. Вообще-то у меня много работы. И, как вы знаете, я не из тех, кто увлекается свиданиями. Ну да, мы могли бы встретиться. Хорошо. Буду ждать вас в 8. Подождите, вы же не знаете моего адреса. Знаете? Откуда? Как я не догадалась. Он просто невыносим. До свидания. На братских могилах не стало крестов, вечный огонь зажигает. Чертов шум! Кто-то приносит букеты цветов, вечный огонь зажигает. Добрый вечер. Что будете пить? Бутылочку массандры, пожалуйста. Много книг продали в последнее время. Вам и правда интересно? Не очень. Просто поддерживаю беседу. Итак, расскажите мне о себе. Ну, людям моего возраста всегда есть что рассказать. Вы хотите, чтобы я сказала, как молодо вы выглядите? Знаете, я не хотела вас обидеть, спросив о вашей жене. Честно говоря, для того я и хотела вас увидеть, чтобы извиниться. Извинения приняты. Все в порядке. Правда. Семь лет. 7 лет? Ее не стало 7 лет назад. Понятно. Так как вы не поженились повторно, я полагаю, что она была очень особенной. Была. Могу спросить, что с ней случилось? Простите, забудьте. Она покончила с собой. Что будете заказывать? Закажете для меня? Нам обоим ваша фирменная. Я сожалею о вашей жене. И прошу прощения за то, что я начала этот разговор. Я уже сказал, все нормально. Нет, не в порядке. Больше никаких вопросов, я обещаю.
Так какую музыку вы любите? Ну, кроме классической и ваших клезмерских вещей. У клезмерской музыки бывает множество форм исполнения. Бывают веселые танцевальные мелодии, которые можно услышать на свадьбе. Есть прекрасные соло для кларнета, а еще есть клезмерская музыка для скрипки. Печальная, очень эмоциональная, почти божественная. Links! 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 Эй. Извините. Черт, я все время говорю извините. Я хотел спросить вас кое о чем. Ладно. Вы сказали, что согласились встретиться со мной, чтобы извиниться за свою грубость, бесчувственность. Достаточно, умоляю. Ну же. Ну, это была одна причина. Какая же вторая? Как прошел ужин? Еда, ничего особенного. Вечер был ужасен. Совсем не то, что я бы хотела повторить. Ну, а Лев? Лев очень приятен. Хотя меня шокировала история о его жене. Он тебе рассказал про Рахиль? Да. Почему ты мне не сказал, что она покончила с собой? А что тут рассказывать? Ну, это немного странно. Большинство людей не совершает самоубийство. Почему она это сделала? Тебе лучше об этом спросить у Льва. Почему ты не можешь мне рассказать? Потому что это не мое дело. Хайм не говорил тебе, что мы опять едем в Литву? Каждый год то же самое. Вы когда-нибудь поймете? Я не верю, что ты не хочешь увидеть место, где ты родилась. Я знаю, где я, черт возьми, родилась! И не собираюсь туда возвращаться. Все, спасибо. Мне надо идти. Я должна репетировать. Обещай мне, что ты подумаешь о поездке. Пожалуйста, хватит. Виталь. Kodėl jam reikia visada taip daryti? Jūs turėtų suprasti, kad tu nenori ten važiuoti, ar ne? Taip turėtų.
nereikia jokio priminimo. Tai iš viso paskutinė vieta, į kurią aš norėčiau važiuoti. Aš norėčiau ten. Į Lietuvą? Kam? Žinai ką? Nustokit mane spaust. Jau Chaimas tą daro. Мою семью убили, потом сожгли. Лишь Китель чудом спаслась. Нас было 4. Я, Гитель, Зельды и Хайки. Я был старший, а Гитель младший. Все мы родились в Ковне. Дертате был портным. Кстати, гораздо лучше, чем я. Ну, а потом пришли нацисты. Нас поселили в гетто. Дожидаться своей смерти. Мне тогда было 17. Выглядел старше. Дертата помог мне сбежать в лес партизанам, где мы играли в прятки с фашистами, пуская под откос их поезда. Ну а потом с помощью некоторых местных, которые охотно помогали, всех из гетто повели в лагерь смерти. 10 000 человек. Одна простая деревенская женщина спасла мою младшую сестренку. Спустя 3 года, когда ушли нацисты, я уже жил и работал в Куйбышеве. При первой возможности я отправился в Ковне искать родных. Когда нашел Гитель, сразу забрал ее к себе. Мы поехали в Куйбышев. Там у меня было много работы, и я не мог присматривать за ней. А ей нужны были тать и маме. Тогда мне удалось найти пожилую пару, которая согласилась взять ее. Как она спаслась? Кто знает. Но Гитель помнит все. И, может быть, когда-нибудь она тебе все скажет. Многие из нас чувствуют вину за то, что лучшие из людей мертвы. Но жизнь продолжается, и Гитель должна найти свой собственный путь. Да. Ей нужна большая любовь. Брак. Дети.
может, ей нравится, как она живет. Ты что, слепой? Чуть у нее появляется отношение, она сразу их грубо рушит. И в то же самое время, я знаю, в глубине души она хочет любви. Поэтому только тогда, когда она вернется домой и посмотрит прошлому в глаза, только тогда, постепенно, она перестанет болеть душой. Я не психолог. Не знаю, что сказать. Лев, а ты можешь мне сделать одно одолжение? Постараюсь. Уговори ее поехать в Литву. Покажешь ей невиданное Вильня. Прекрасный старый город. Кладбище, где похоронен мудрый Виленский Гаон. Еще что-нибудь. Назови это как хочешь. Сам придумаешь как. Хайм. Я нагрянул к ней на вечеринку. Пригласил на свидание, которое, признаться, не очень удалось. Она меня ненавидит. А теперь ты хочешь, чтобы я свозил в Литву? Мне показалось, что она тебе нравится, или это не так? Ты сам знаешь, что это так. И ты хочешь узнать ее поближе. Ну, тогда убереги ее от самой себя. Я прошу тебя. У меня такое чувство, что это в твоих силах. Наташа сказала мне, что у тебя в жизни появился новый мужчина. Наташа несет вздор. Ради бога, Соня. Я только сказала, что Гитель была на свидании. Я и представить себе не могла, что у такой маленькой женщины может быть такой большой рот. Не обращай на нее внимания. Ну же, рассказывай. У тебя с этим львом что-нибудь серьезное? Он пригласил меня на ужин, и я сказала, что в следующий раз угощаю я. Но следующего раза не будет. Все было так плохо? Вино в метрополе было таким дорогим, что меньшее, что я могла сделать, это предложить заплатить в другой раз. Но этого не будет. Ну, все-таки у вас что-нибудь серьезное или нет? Ладно, он приятный человек. В общем, измученная душа, как и я. Но это был просто ужин. Возможность для меня извиниться за свое поведение на моей вечеринке. Я сдаюсь. Не разговаривайте. А то глина потрескается. Ну что такое? Почему смеетесь?
Еврейский стиль скрипки известен своей чувствительностью. Инструмент как будто плачет. А можете рассказать о особенном звучании вашей скрипки? Ну, моя... особо чувствительная и очень ценная. Мне ее одолжила вдова музыканта, заключенного в концлагере Треплинг. Его заставили играть в лагерном оркестре. Для развлечения начальника лагеря. Именно поэтому он и выжил. А что делает ее такой чувствительной? Музыкант должен найти подходящий для себя инструмент, звучащий с нужным чувством. Скрипач и скрипка должны звучать гармонично. А еще лучше в один голос. А ваша звучит грустно. Это словно голос боли. Хорошо. Увидимся на следующей неделе. Это было очень впечатляюще. Не ожидала вас увидеть здесь. Я не мог дождаться, когда увижу вас снова. Лев, мы же не подростки. Разрешите поднести вам скрипку? Вы очень любезны, но нет, спасибо. Если вы уроните ее, мне придется вас убить. Ну, тогда разрешите угостить вас ужином. Когда я закончила консерваторию, училась в Ленинграде. И там было кафе, в котором подавали французскую кухню. Вот там я пристрастилась к крем-брюле. Крем-брюле – это единственный французский десерт, который я знаю. Их гораздо больше. Спасибо. Гитель. Так. Знаете что? Я пообещала себе, что больше не пойду с вами на свидание. А теперь я довольно приятно провожу время. Так что, не испортите все. Я не хочу ничего портить. Ну и не надо. Хайм попросил меня отвезти вас в Литву. Не могу поверить. Он думает, что это было бы полезно для вас. И что вы могли бы согласиться поехать со мной. К вашему счастью, я слегка пьяна. Да, Хайм хочет как лучше. Хотя мне не нравится, что он рассказывает вам про мою жизнь. И наверняка он это уже сделал, да? Поездка в Литву – это не то, что я хочу. Послушайте, мои дальние родственники, литовцы или латыши, что-то в этом роде. Вы все это придумываете? Я закажу разные номера. Ой, Лев, вы себя льстите. Я имел в виду... Я знаю, что вы имели в виду. Я не знаю вас достаточно хорошо даже для поездки в «Жигули». Что уж говорить о Литве. Я подумаю. Хотя Бог знает зачем. Наверное, это все вино. Психология. Да.
Познание глубины человеческой души. Рубль 61. Пожалуйста. Ну что? Ты спросил ее? Да, спросил. Но лучше бы этого не делал. Она отказалась? Согласилась? Сказала, что подумает. Интересно. О чем вы думаете? А о чем бы вам хотелось, чтобы я думала? Лев попросил меня поехать с ним в Литву. Это ваш новый мужчина? Вы говорите, будто я их меняю каждую неделю. Долгосрочные обязательства не ваш конек, не так ли? А вы эксперт. Во всяком случае, Хайм пристал к нему с просьбой уговорить меня. И теперь он рассказывает мне, что у него корни то ли в Литве, то ли в Латвии. Что он всегда хотел увидеть Вилны. Вы ему не верите? Ну, это немного странно. А может, он не врет? Может. Хайм считает, что поездка пойдет мне на пользу. Что я бы могла развить отношения с Львом и в то же время, возможно, соприкоснуться со своим прошлым. А что вы думаете на этот счет? А вам бы хотелось поехать в туристическую поездку по местам убийства вашей семьи? Как я уже говорил, вам следует решать вопросы здесь и сейчас. Вам не нужно возвращаться к демонам прошлого, чтобы изгнать их. Но я не сказала, нет. И что, Лев сможет поддержать вас, когда вы столкнетесь с такими болезненными воспоминаниями? А как знать? А что говорят Зельда и Хайте? Да как вы смеете? Гитель, я устал слушать эту ерунду. Они мертвы, ради Бога. Мерзавец! Дорогой Лев,
Я недостаточно вас знаю, но вы друг Дмитрия и Хайма. И это в корне меняет дело. Я надеюсь, что ваши намерения благородны. Всю мою жизнь я откладывала возвращение в Литву. Часть меня настаивает на том, чтобы я продолжала избегать места моего рождения. Но другая часть подсказывает мне, что я должна ехать. Если ваше предложение все еще в силе, то да. Давайте поедем вместе. Žinau, ką galvojat, bet nesijaudinkit. Ašgi nepalieku jūsų. Mes visą kelią būsim kartu. Mes labai to laukiame. Galbūt darau didelę klaidą. Juk nebūsi viena, pasistenk nesijaudinti. Ar galim šiandien miegoti su tavimi? Matėm naujus baubus. Aišku, kad galit. Aš pasirūpinsiu baubais. Сожалею, но я вынужден согласиться с доктором Гурштейном. Я полагаю, он сказал тебе, что это неизлечимо. Сколько мне осталось? И все-таки где же он? Говорил, что должен уладить некоторые дела. Может, он нашел другую женщину. Ну, я так не думаю. А вы знаете, мы нашли достаточно людей для ремонта синагоги. Первым делом деревянные скамьи и надписи, которые наиболее испорчены. Ты пытаешься сделать из меня благую еврейку, наверное, да? Перед отъездом. Благую еврейку. Я согласился на любую еврейку. Во сколько поезд? Через одну чашку кофе. Используй эту возможность с умом. В смысле? Постарайся понять что-нибудь для себя. Хайм, это только короткий визит. Мне иногда кажется, что ты во всем хочешь мне противоречить. Пожалуйста. Давайте выпьем этот последний кофе. Уже нет времени на кофе. А мы останемся. Это что? А вам чудесно провести время. Счастливо. Мне кажется, вы были немного жестковаты с Хаймом. Даже и не начинайте. На вокзал. По крайней мере, она все-таки едет. Ты знаешь, у меня было очень хорошее предчувствие на этот счет. А теперь я не уверен. Лев позаботится о ней. Хайм, Гитель 33 года. Она взрослая женщина, но нельзя же все время относиться к ней как к ребенку. Ну, так пусть не ведет себя как ребенок. Нам пора. Хорошо. Что, простите? Это я сама собой. У нас еще есть пару минут. Присядьте, почитайте книгу.
Zedė galvoja, kad paliks mus ten ir nebeprisiveši. Kodėl turėčiau taip daryti? Jūs esat viskas, ką aš turiu. Pasistengit nesijaudinti. Bet aš bijau. Neragu. Tikėkit manim. Нам пора. Минуту назад нам некуда было спешить, а теперь нам пора. Я думаю, Хайм желает только добра. Лев, мы отлично поладим, если вы не будете смотреть на мир его глазами. Так, завтра мы начнем с ворот Зари, потом перейдем в Свято-Духов монастырь. Там должно быть очень интересно. Там стены и потолок покрашены в какой-то необычный цвет. Потом можем сходить Хорошо, на... я оставляю все это на ваше усмотрение. Только запланируйте немного времени для сна. Например, сейчас. Хорошо. А вы говорите по-литовски, да? Только со своими сестрами. Что? Да ничего, забудь об этом. Один номер, 2 кровати. 2 номера. Один номер, 2 кровати. Лев, вы действительно думаете, что она нарушит правила ради вас? Но у нас 1 номер, ну что? С 2 кроватями. Ну, так решено. Лев, без глупых фантазий. Вот. Да. Мы можем посетить какой-нибудь музей. Ой, Лев, умоляю, больше никаких музеев. Хорошо, хорошо. Мы можем съездить прямо в Ковне или отправиться в Тракай. Знаете, замок на острове. Это поездка на день. Да, я знаю о нем. Хорошо. Тракай. Ковна может подождать. Китель, сейчас же вернитесь. Китель, осторожно, это же ось. Ну, смелее! Китель. Ах так, ну хорошо. Теперь держитесь. А я не боюсь! Ай! Мои приемные родители Авхом и Мига были тоже из Литвы. Хайм жил неподалеку. Мы встречались каждый день. Но вырастили меня они. А какими они были, ваши приемные родители? Авхом был портным, а Мига оставалась дома, присматривалась за мной. У них не было детей, и тут мы с Хаймом свалились на них. К моменту нашего появления они уже были старыми и умерли. Едва я успела закончить консерваторию. Все было как в сказке. Авхом мирно умер во сне. В одно утро он просто не проснулся. Затем, спустя год,
почти в тот же день я почувствовала себя уставшей, легла в кровать и умерла. А ваши родные родители? Я не могу говорить о них. Извините. Вы, наверное, устали от моей болтовни. Я сама устала от своей болтовни. Я умею слушать. А вы хороший человек, Лев. Мне кажется, я люблю тебя. Любишь? Да как ты смеешь? Убирайся! Вон! Išgąsdinau jūs? Atsiprašau, aš nenorėjau. Ko taip supykai? Žmonės visuomet bando tavim pasinaudoti. Negalima tikėti viskuo, ką jie sako. Ką jis pasakė? Kad mane myli. Turėtum džiaugtis. Jūs nesuprantat. Meiliai reikia laiko. Ji turi užaugti kaip gėlė. Jai reikia visų metų laikų, ji negali atsirasti va taip va. Kartais gali. Kartais turi tikėti žmonėmis. Tikrai? Tai pažiūrėkit, kas nutiko jums. Atsiprašau. Ar tu pyksti, kad mes esame mirusios? Ne, mieloji aš. Aš tik pykstu, kad aš gyva. Это должно помочь. Что я пил вчера? Что-то такое, что можно найти только в автосервисе. Я давно так не напивался. Прости. Это моя вина. Я слишком бурно отреагировала. Забудь. В споре всегда есть две стороны. Ну, почти всегда. Поедем в Ковня. Что, сегодня? Угу. Уверена? Да. Не могу уже вечно я это откладывать. Я была совсем маленькой. Но мне что-то подсказывает, что я права. Спасибо. Мне говорили, что перед самым концом жизнь гетто была сплошным безумием. Люди сидели и плакали на улице.
Некоторые читали псалмы. Не все потеряли надежду. Некоторые прятали свои драгоценности под половицами, ожидая возвращения лучших времен. Потом все жители гетто ждали своего приговора. Смерти или принудительных работ. Матери прижимали своих детей к своим разбитым сердцам. Обнимая и целуя их так, словно знали, что это в последний раз. И все время были местные люди, которые делали всю кровавую работу за нацистов. Интересно, что делали эти в 1941 году? Но ты же знаешь, что погибло бы гораздо больше евреев, если бы не смелость некоторых местных жителей. Вспомни о 68 невинных мужчинах, которых убили в гараже Летукиса. Люди с белыми повязками на руках, с железными ломами. Безжалостно. С улыбкой на лице убивали, играя при этом национальный гимн. Помнишь? Убитых детей, обезглавленных раввинов. Помнишь? Так запомни это. Я не литовка. Я еврейка. Это было здесь. Я уверена, это было прямо здесь. Они отобрали кольца, браслеты. Некоторых заставили раздеться догола. Затем их толкали в ямы. Крик продолжался бесконечно. Без умолку. Кричали все. Еще живых они толкали поверх мертвых. Это мамы старались нас защитить. Но ее столкнули в яму, а он кричал. Он истерически
и Зелда, они просто стояли там. Застывшие. Когда стреляли в них, они не издали ни единого звука. Где находилась ты? Я стояла здесь. Вот здесь. Просто смотрела. Никто меня не видел. Я помню женщину, которая несла меня. Спасибо. Гитель, я должен кое-что тебе рассказать. Возможно, я не знаю, что ты сейчас чувствуешь. Но я точно знаю, что такое вина. В моем случае еще и стыд. Я думаю, что должен тебе рассказать о смерти Рахиль. Ты ничего не должен. Я хотел бы. Я нашел ее в ванной комнате. Поздно ночью. Она уже была мертва несколько часов. Рядом лежали какие-то таблетки, а вены на ее запястьях были вскрыты. Она покончила с собой из-за меня. Я обманывал ее. Постоянно изменяла ей. А еще у нас был роман с ее лучшей подругой. Лучшая подруга такого бы не сделала. И любящий муж тоже. Она оставила записку, сказала, что недостаточно хороша для меня. Я не могу повернуть время вспять. Но я старался измениться, стать лучше. Что бы ни случилось, ты заслуживаешь понимания и прощения. Только Бог простит. Кстати, как ты думаешь, Бог может простить что-нибудь подобное? Гитель здесь потеряла семью свою. В 41-м. Барух Ашем, вы выжили? Как вы можете так говорить? Что еще я могу сказать? Я видела, как убили мою семью. Тата, мама, обеих сестер. Выжил только мой брат. Он ел крыс, спал в дерьме. Я все еще вижу его страдания. Ночью, когда я закрываю глаза, я все это вижу и слышу. Так скажите мне, почему? Вы имеете в виду, почему заботливый, любящий Господь позволил миллионам праведных, невинных людей страдать и умереть? Я представляю себе
Бога, сидящего на своем небесном троне, обхватившим голову руками и оплакивающим безумство своих детей. Он нам дал волю выбора и теперь скорбит над тем, что мы с ней сделали. В один прекрасный день вы все воссоединитесь. Если бы только это было возможно. Самый распространенный вопрос, который мне задают, что случится тогда, когда мы умрем? Я уверен, после смерти есть жизнь. Не бойтесь смерти. Это то же самое, как переходить из одной комнаты в другую. Гитель, я могу вас так звать? Вы не должны забыть или простить, но кто бы смог. Но вам надо хоть немножко отпустить это и научиться любить. Любить кого? Бога? Нет. Начните себя. Я хочу, чтобы ты остался со мной сегодня. Конечно. Если ты этого действительно хочешь. У меня есть еще один секрет. Еще один. У меня есть сын. Серьезно? Сколько ему лет? Давиду 25. Он женат? Не знаю, я давно его не видел. Ни разу после похорон Рахель. Это когда он был помладше. Теперь моя очередь. У тебя тоже есть сын? Это может показаться бредом. Я разговариваю со своими сестрами, Хайке и Зелда. Я говорю с ними чаще, чем с кем-либо. Не понимаю. Сколько я себя помню, я всегда видела их, слышала их, разговаривала с ними. Они что, призраки? Разве призраки разговаривают? Это твое воображение. Нет. Они почти так же реальны, как ты. Я почти могу прикоснуться к ним. Ну что ж, я не психиатр, только я знаю, что ты выжила, а они нет. Ты считаешь себя виноватой, поэтому нашла способ оставить их в живых. Я думаю, что после этой поездки ты не будешь их видеть так часто. Не хотелось бы. Šiek tiek dėmesio iš pirmo pasitaikiusio vyro ir iškart šokį į lovą. Akivaizdu, kad mes tau neberūpim. Kad tu numirtum.
Ar tu ją myli? Aš jas nekenčiu. Aš irgi. Mes išėjom. Mes išėjom. Mes išėjom. Mes išėjom. Jūs sakėt, kad norit, kad aš būčiau laiminga. Mes išėjom. Mes išėjom. Mes išėjom. Mes išėjom. Что такое? Что случилось? Забыл на что-нибудь? Может быть. А что? Гитель! Пусть. Мендельсон? Вы играете? К сожалению, нет. Простите меня за нашу последнюю встречу. Я выражалась непростительно. Как вы знаете, обычно я не такая раздражительная. Так как ваш отпуск? Знаете, как ни странно, гораздо лучше, чем я ожидала. Я слушаю. Я думаю, что я влюбилась. Что же, это прекрасно. Я думаю, что могу доверять ему. Расскажите же мне, что произошло. Мы немало увидели. Ходили по музеям слишком много. Интересно провели время за городом. Ели, правда, плохо. И мы стали близки. Ну, вы понимаете. А Лев, он чувствует то же самое? Я думаю, что да. Он даже говорил о браке. Вы были в Ковне? Да, были. Я нашла улицу, где я родилась. Мы ходили к мемориалу и к месту массового захоронения. Как вы себя чувствовали? Знаете, Ковня пробудил во мне чувства, о которых я не знала раньше. И какие-то смутные воспоминания. Я почувствовала какую-то, как бы это сказать, не знаю, эмоциональную разрядку, что ли. Но вдобавок к этому, я думаю, было то, что Лев рассказал мне о своей жене. Она покончила с собой довольно давно. И Лев чувствует себя виноватым. Я сказала ему, что он незаслуженно так чувствует себя. Я думаю, что благодаря этому я сама поняла, что имею право хоть на маленькое, но счастье. Маленький кусочек счастья. Раз, два. Ой. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Ну, пожалуйста. Я больше не могу, мне уже ноги болят. Сядь. Мне это тоже непросто.
Я знаю только то, что рассказал твой отец. Он мне не отец. Я понимаю твой гнев, но он твой отец. Ты не думаешь, что он достаточно настрадался? А ты хоть знаешь, что твой дружок сделал с моей матерью? Возможно. Я сомневаюсь. Он постоянно унижал ее, спя с другими женщинами, делая это так, чтобы она это узнала. И говорил, что это ее вина. Вместо того, чтобы уйти от него, что она могла сделать, если бы не любила его? Она покончила с собой. Все это не так просто. Твоя мать, возможно, была бы очень несчастной, если решилась на такое. Чья ж это вина? Давид, я люблю твоего отца. И я хочу помочь ему. Ему нужно твое благословение. Ты что, шутишь? Ты не понимаешь, что ты потерял не только мать, но и отца? И что? Ты хочешь, чтоб я простила его? Да, я хочу. Он теперь совсем другой человек. В самом деле, да? Бьюсь об заклад, он уже трахал других женщин у тебя за спиной. Как ты смеешь? Он хороший человек. И ты дорог ему. Просто дай ему шанс. Зря ты так, Давид. Не принимай людей как должное. В один момент они есть в твоей жизни, а потом и их нет. Ты что-то рано? Что-то случилось? Почему что-то должно случиться? Ну, ты никогда не приходишь домой раньше. Кофе. Можно? Садись. Пирог? Итак? Я блудила. В последнее время мне что-то не здоровится. Сколько нехороши. Просто нехороши? Или плохи? Плохо. Хуже некуда. Это твоя простата? Чёртов рак! Что мне делать, Хана? Что мне делать? Хайм, мы справимся. Как всегда. Ты не понимаешь, мне осталось всего несколько месяцев. Мысль о том, что ты останешься. О чем ты говоришь, Хайм? Может, я буду первой? Бог это решает. Мне страшно. Хан. Мы сегодня вечером должны пойти куда-нибудь и отпраздновать. Отпраздновать? Да. Отпраздновать что? Нашу удачу. Скольким людям
посчастливилось иметь то, что было мы с тобой. Более 20 лет дружбы. Счастье. А давай позволим Богу волноваться о завтрашнем дне. Давай. Мне надо идти. Вам нечего беспокоиться. Я могу его увидеть? Конечно, но ненадолго. Ему нужен отдых. Ага. Милый. Ну, как ты себя чувствуешь? Нормально. Это просто меня чуть-чуть напугало. А что случилось? Ну, работал я над бухгалтерским учетом, и тут начались эти боли. Бедняжка. Боль не была очень сильной. Просто я понял, что что-то не так. И чего? Я скоро встану на ноги. Не надо строить планы. Теперь самое главное, чтобы ты поправился. Извините, вам лучше прийти завтра. Простите. Приду завтра. Ką jūs čia veikiat? Tavęs niekad nebebūna namuose. Tai nusprendėm tave surasti. Buvau užsiemus, o dabar Levas susirgo ir jį ištiko širdies smūgis. Čia jūsų darbas? Nebūk kvaila. Хайм. Ну, как Лев? Будет жить. Это было не слишком серьезно. Предупреждение, как сказал врач. Ну, слава богу. Да. Врач сказал, что его скоро выпишут, Угу. но только ему надо будет следить за собой. Ну, знаешь, там упражнения, диета. Меньше волноваться. Ну, это проще простого. Здание красивое. Тебе сейчас его показать или сначала мы пообедаем? А как ты думаешь? Мне надо кое-что рассказать тебе. Так. Ну? Выкладывай. Я собираюсь переехать к Льву, а потом, я думаю, мы поженимся. Все.
Но потом таким же образом ты мне скажешь, что у вас будет ребенок. Гитель, ты можешь делать все по-человечески. Льву нужен уход. А ты же знаешь, у меня тесно. А ты уверена, что это именно то, что тебе нужно? Я люблю его, он любит меня, мы любим друг друга. Ладно, ладно про любовь. Тебе не 16. Хайм, ты сватал нас с дня нашего с ним знакомства, а теперь ты против. Как мне быть уверенным, что он — это то, что тебе нужно? Это я должна задать этот вопрос. Ну и как? Задала? Дай руку. Дай. Послушай, он не обманет меня. Не причинит мне боль, я знаю это. Тем более, что ты рядом. Гитель. А что, если меня не будет рядом? А куда же ты денешься? Ты всегда будешь рядом. Я думала, что ты разбила все эти чертовы штуки вдребезги. Нет, только самую лучшую. Ты имеешь в виду ту драгоценную и бесценную, на которой играл сам Паганини, и которая, в общем-то, была не твоя. Наташа, не напоминай! Ну так ты еще не нашла ей замену? Ну, я подметила одну, но... Слишком дорогая? Нет. Слишком хорошо звучит. Ну, конечно, что дорогая. Вам помочь? Да нет, мы сами справимся. Даже не думай, иди сядь. Я в порядке. Да, я знаю, но лучше мы сами. Я пойду, проверю, не забыла или чего. Думаю, вернусь через час, а потом сделаю обед. А я открою бутылочку вина. Да, но имей в виду, только один бокал. Сходишь со мной? Нет, я останусь. Поболтаю со Львом, дух переведу. Вы сделали одну женщину очень счастливой. Давайте я сварю вам кофе. Позвольте мне. Я еще не совсем мертвец. Если вы попросите Гитель рассказать вам о золотом веке скрипок, это вас быстро убьет. К черту не подевались. Куда к черту подевался кто? Где они? Не думайте, что сможете спрятаться от меня. О чем ты говоришь? Они ушли от меня из-за тебя. Кто? Не притворяйся, что не понимаешь, ублюдок. Ты избавился от своей семьи, а теперь избавился от моей. Иногда прошлое так сильно давит, что я едва могу дышать. Я всю жизнь держала боль в себе.
Ты знаешь, звучит безумно. Но единственным голосом, которым я могла выражать свой гнев, была моя скрипка. И ты только посмотри, что я с ней сделала. Я люблю тебя. Но я не могу остаться. Мне очень жаль. Я просто не могу вынести этой тяжести своей вины. Да нету никакой вины. Кровь не на твоих руках. Ты же не сделала ничего плохого. Сделала. Я выжила, а они нет. Да, но если ты будешь продолжать жить так, будто уже мертва, то все это будет зря. Разве ты не понимаешь? Ты могла быть тоже брошенной в яму. Kur išsiruošėt? Taigi su tavim. Levo butas tikrai daug didesnis. Ten daug vietų pasislėpti. Iš kur jūs žinot? Nes ten jau buvom. Ты счастлива? Больше, чем я могла себе представить. По крайней мере, в этом мире. А тебе сюрприз. Здравствуй. Давид, ты откуда ты здесь? Я хотел сказать, я рад. Все в порядке. Гитель меня пригласила. Это долгая история, потом расскажу. Мазаль тов. Спасибо, Давид. Это моя жена. Очень приятно познакомиться. Сара. А это твоя внучка. Я могу спросить, как тебя зовут? Рахель. Так звали твою бабушку. Она была очень красивой, как ты. Папа тебе рассказывал? Это же твоя свадьба. Ты должен быть счастлив. Я счастлив. Если ты поближе познакомишься с Гитель, ты поймешь, какая она необыкновенная. Давид, видит Бог, я сожалею о всем том зле, который причинил твоей матери. Папа, если это тебе как-то поможет, так я прощаю тебя. У меня нет права на прощение. Я его не заслуживаю. Папа. Я не могу простить себя. Ты же знаешь, что она сама сделала то, что сделала. Давид, это я ее довел до этого. Я больше не хочу слышать. Мне тебя назвать мамой? Только посмей. Эй, а почему ты не с гостями? Это же как раз для тебя. Куча людей, которым, судя по их внешнему виду, нужны новые костюмы. Ты
Ты должна кое-что знать. Ой, если речь идет о птичках и о пчелках, то ты лет на 25 уже опоздал. Не шути. Новости плохие. У меня рак простаты. Хайм, мне очень жаль. А как это лечится? Никак. Это неизлечимо. Не забывай меня. Никогда. Пожалуйста, обещай мне, что будешь помнить все. Я обещаю. Я обещаю. Минуточку внимания. Прежде чем мы все здесь будем хорошо пьяны, я думаю, нам всем бы хотелось услышать, как играет Гитель. У меня нет инструмента. Это же стоит целое состояние. Это всего лишь деньги. Теперь мы будем голодать. Это скрипка Джузеппе Гварнери. В мире есть только 135, нет, 134 такие скрипки. И у каждой есть свой голос. А у некоторых даже имена. Свою я назову в честь моего любимого брата Хайма. Не ищите. Прошу, не ищите.